Приветствую, земляне! У микрофона Планета, а это новый ролик по игре Watcher of Realms. А данное видео будет посвящено новичковской тематике, а именно клан-боссу Дракону. На 26-й день игры у нас получилось пробить 50 тысяч крови на Кошмаре 4. И я сегодня вам расскажу, как в целом бить клан-босса и как у нас получилось добиться данной цифры. Присаживайся поудобнее, лайк приму вам, начинаем после небольшой рекламы. Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Донатов.нет. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. Земляне, у Донатов.нет можно принять участие в бесплатных ежедневных раздачах. Лутайте декоины и сразу пополняйте любимые игры. Итак, вот мы на аккаунте новичка. Я буду немножечко экспериментировать с расположением вебки. Вы пишите в комментариях, как вот, к примеру, здесь вот будет расположение, как вам виден будет бой, герои, навыки и монеты. Хорошо, давайте смотреть. На сегодняшний день у нас 27-й день игры. То есть Кошмара 4 мы пробивали вчера. Вот новичковский аккаунт, видите, даже уже повелителя забирали на этом аккаунте. И вот наш рекордный результат. 50 677 единиц крови на Кошмаре 4 без помощи. Вот такой вот у нас сетап. Также Апокалипсис 1 уже на 30 тысяч был зафармлен в первую неделю. Закрыт кошмарный разлом. Ну, здесь, в общем, такого вот формата. Вот, смотрите, какие у нас успехи. Здесь ничего особо не изменилось. Кампанию мы не играли. Вот, смотрите, разлом пустоты кошмарный. Да. Здесь зомбаков мы фармили, это не критично. 6-й этап подземелья снаряжения закрыл, уже все ключи потратил. 21-й этап первого рейда закрытый, 20-й третьего и 19-й второго. То есть я жду волку, особо не запариваюсь. 19 этаж рейдов, материалов и артефактов. В общем, сегодня у нас будет ролик посвящен дракону, поэтому давайте переходить непосредственно к дракону. Вот все наши сложности. Да, у нас здесь идет Ратон Бар, это у нас красный дракон. Потом у нас идет Форос Белиал, это у нас кошмарные драконы черные. В общем, у каждого дракона, вот если нажать на вот эту книжечку, есть описание навыков. Давайте рассматривать, они все плюс-минус одинаковые, будем с 4-го кошмара рассматривать. Вот, разрушительный поток. Дракон получает щит, нам этот щит нужно разбивать. Когда мы разбиваем щит, по дракону влетает больше урона. Адский рев. Рев дракона исполнен силы, которая уничтожает душу и наносит противнику огромный урон. Так вот. Слушайте внимательно. Вот этот вот огромный урон эмпирическим методом был вычислен. И где-то составляет 55-60% от текущего здоровья вашего героя. И если ваш герой с 1% хп получит урон, то он получит 60% от этого 1%. Здесь мы подытожили. Герои от адского рева умереть вообще не могут. Поэтому не переживайте. Вам нужно переживать и другие удары. Вот, потому что после адского рева у нас идет удар метеорита. И вот от этого удара можно умереть. Дракон призывает метеориты, которые падают на всех героев на поле боя, поджигая их и нанося им урон. То есть в инвизных метеориты не летят. И еще, что самое важное, урон наносится здесь магически. Если адский рев у нас наносит чистый урон, то удар метеорита наносит магический. Все, видите, 3 навыка, ничего сложного, разобрались. Давайте же теперь пообщаемся, как собрать пачку. То, что у меня здесь есть Орен и так далее и тому подобное, вообще без разницы, он здесь, ну, как будто бы и не то чтобы нужен. Сейчас объясню, что он здесь, какую роль он здесь исполняет. Просто потому, что других героев у меня, к сожалению, нету ни Пироса,
который зашел бы лучше, я бы просто убрал бы Орина, поставил сюда Янус Грисмор, взял бы Пироса и кинул бы в лидерку Лорда Финиаса, потому что Лорд Финиас даже без лидерки достаточно хорошо наваливает. Окей, смотрите, у нас здесь есть фракция, лорд фракции Торадор, и он мне выпал, да, то есть новички, если вы там закрываете 19 этапы, у меня есть видео там, где я рекомендую брать Торадора первым, потому что в основном мы играем кошмарами, на 11-й день игры новичку дается герой кошмара Суню Кун, который достаточно неплохо так может закерить вам, в принципе, всех боссов с Торадором. Так и будет, потому что Кайнан, к примеру, без лидерки, но он уступает Суню Куну только именно за счет того, что у меня просто нету легендарного лорда под него. В общем, здесь мы разобрались, что делает Торадор. Торадор у нас сам по себе лорд, у него достаточно рандомная лидерка, но вот эти 15% характеристик на поле боя, это очень сильно. Плюсом вы можете еще, если будете играть через Лорел, выставлять самого Торадора, он кидает разлом минус 20% к защите. Это может повысить ваш физический урон. Как видите, у меня здесь герои, которые наносят физический урон. Это Суню Кун, Райдзан, Кайнан и сам Орин. Поэтому, к примеру, если бы я выставлял Торадора на поле боя, он бы повысил мне урон. Но я его не выставляю, потому что он мне здесь кое-какую другую функцию выполняет. Дальше, Райдзан. Отличнейший герой в соло-цель. Просто вот именно клан боссов, Симраха и Кошмарного Дракона, да и Бездну бьет на ура. Вообще просто без залитых навыков на фулл достаточно неплохо наваливает. Там, по-моему, ну в топ-3, в топ-4 урона именно ДПС дилера он входит. Здесь мы его стараемся одевать в какой-то сет. Ну, в общем, у нас просто есть разломщики на дракона. У нас есть герои, которые будут наносить в эти разломы урон. И смотрите ситуацию. Если мы Торадора на поле боя не ставим, кто у нас здесь будет разламывать? Правильно, здесь у меня Орин выступает в виде раскольщика. Почему? Потому что он с ульты накладывает уязвимость к магическому урону плюс 30%. И уязвимость к физическому урону плюс 30%. Ну и вишенка на торте конкретно для самого Орина — это уязвимость к реальному урону 30%, потому что он и реальный урон наносит. Все, то есть кроме него этого никто не делает, но это разлом. То есть вся эта у нас фигня длится 20 секунд, поэтому на боссе у нас лежит такой дебаф 20 секунд. Но также здесь у меня есть и такая героиня, которая доступна всем. И рекомендуется заливать ей навыки вот в этот вот навык сосулька. Давайте я попробую сейчас залить ей сюда навыки. Попаду, не попаду, не знаю. Есть длительность и желательно еще один навык, чтобы попасть сюда, пожалуйста. Видите, не попал, потому что тогда бы у меня уязвимость к магическому и физическому урону была бы 20%. Но, к сожалению, как и есть 15%. Мы вообще пробивали с Маришкой, когда у нее здесь было 10%. Уяза. Поэтому, как будто бы, представьте себе, если бы у нее были прокачаны навыки, было бы еще сильнее, поэтому прокачивайте. Помимо этого, нам нужен герой, который заливает ярость. Лучшим героем для этого является Холлоу на 5-й пробуде, потому что на 5-й пробуде после каждого использования света блаженства, это ее ультимативная способность, она увеличивает скорость накопления ярости на 15% до конца боя, и все это стакается до 5 раз. То есть она очень быстро сама заливается и начинает заливать ярость всем нашим союзникам в размере 1,4% в секунду. Дальше мы стараемся там дать ей, к примеру, тут у меня, видите, мятежный рог. Так как при выставлении он дает, увеличивает начальную ярость. Это нам очень полезно, она быстрее входит в свой цикл ульты. И мы заливаем ярость всем нашим героям на карте, чтобы они быстрее ультовали. Вдохновитель. То есть в моем случае это Долорес. В вашем случае, к примеру, мало ли, может вам там выпал Ревенхальд. Также 30 июля будет удачный выбор лимитки. И новички, выбирайте Дяочань. У меня есть, в принципе, ролик, где я рассказываю и рекомендую героев лимитированных и почему стоит выбирать именно их. Поэтому лучше, наверное, посмотрите, вот, пожалуйста, подсказки. Так вот, нам нужен герой, который накладывает вдохновение. Видите, я уже неоднократно рассказывал про Долорес.
Вдохновение повышает атаку пропорционально атаке заклинателя. Но именно от той величины, которая указана. То есть, к примеру, у нас первая пробуда добавляет к нам еще 20%. И Долорка с ульты дает 60% своей атаки. Поэтому здесь вот внимательно. У меня есть серия роликов. Там 2 ролика, где я рассказываю, как одевать целителей, как одевать танков, как одевать вдохновителей, дамагеров, стрелков. В общем, есть у меня серия роликов. Также посмотрите, подсказка будет. Вот, смотрите, я рассказывал, что необходимо вначале сделать небольшой фокус на второй рейд. То есть переходите на 19 этап и начинаете его фармить. Вам важно собрать сет Прилив Сил. Он, исцеление, эффект исцеления плюс 25. Это классно, если мы оденем на какого-то целителя. Но после размещения атака героя и одного случайного союзника в пределах дальности увеличивается на 10. Чтобы исключить вот эту случайность, мы можем выставляться таким образом, чтобы в радиусе действия героя был именно тот герой, которого мы хотим забафать. Я это вам позже покажу. И вот, смотрите, что мы делаем. Мы ищем в мейн характеристиках атаку процент. И также в допах мы ищем атаку плоскую. Это очень важно. Нам важно разгонять атаку конкретно вдохновителю. Потому что если вы разгоните своего вдохновителя, у вас вырастет урон всей вашей пачки. Не надо будет именно фокусироваться на каком-то из героев, а вы можете просто повысить свой урон, переодев нормально своего вдохновителя. Все, разобрались. Здесь вот атака плоская, здесь также атака плоская, и тут такая же самая ситуация. Атака плоская, как повезет. Дальше смотрим. Нам бы желательно в левом обвесе, где пушка и тушка, также сеты, которые дают атаку. Это в более бюджетном варианте сет бедствия, который я, собственно, и пробивал. Но, видите, уже воеводу собрал. Также здесь, видите, атака процент и атака плоская. Но в пушке вы уже атаку плоскую не найдете, потому что у нас есть характеристики, которые не присваиваются к шмоткам, таким как, вот, к примеру, в пушке у нас нету плоской атаки, а в тушке у нас никогда не будет плоского здоровья. Все, здесь мы узнали, поэтому мы здесь просто ищем атаку процент и что-нибудь нам там на хпшку дополнительно. В общем, какие-то сейвовые, то есть либо здоровье процент, ну и так далее. И вот какие характеристики, к примеру, у Долорес. 12868 атаки. Все остальное нас не сильно волнует, потому что, к примеру, если вы можете даже посмотреть, частота исцеления у самой Долорки не будет зависеть от скорости атаки. Ей нету смысла разгонять скорость атаки и нету смысла одевать Долорес в целителя. Хоть она и принадлежит к классу целитель, она не хилит. Она хилит очень плохо, и нам это здесь не нужно. Артефакт мы, естественно, одеваем пылкая мудрость, так как он повышает нам атаку. И здесь, если я сейчас вот так вот вебку опущу, видите, у меня еще есть такие доработки, где я себе роляю атаку. Обязательно пылкую мудрость поднимайте на плюс 25. Это один из самых хороших артефактов и бюджетных для разгона атаки в приличных размерах. Ну и все остальное у нас также идут дамагеры. И все, просто дамагеры, разломщики защиты, то есть которые могут снять какие-то резисты, наложить какие-то дебафы на босса, заливщики ярости и вдохновители. Вот это вот ваша пачка. То есть Суню-кун, какие-нибудь сильные герои в соло-цель, потому что, к примеру, если мы возьмем Орина, он почему здесь будет плохо бить, потому что он наносит больше массовый урон и рассчитан на то, что врагов будет много. Здесь у нас враг будет всего лишь один, но тем не менее он полезен своими дебафами. Ну и раз уж я начал показывать, как одет этот Долорес, давайте покажу, как одеты остальные герои. Начинаем с Торадора. Торадор у нас здесь будет брелком, плюсом мы его вначале один раз все-таки выставим. Объясню почему. Смотрите, здесь у меня Торадор одет в сет Крылья Милости, то есть это Т3 сет, который повышает атаку на 12% носителю и тому, на кого он будет смотреть, то есть в радиусе своей базовой атаки. Как вы видите, базовая атака, радиус у Торадора вот такой вот. Поэтому я вам покажу, как мы будем Торадором бафать нашего ДД. Так вот, в Литейной,
когда вы будете крафтить шмотки, оставляйте любого формата. Вот такие вот крылья милости, вам не важно. Просто оденьте героя в полный сет, забафайте и уже получите 200% КПД, нежели герой просто даже не выставился. Во-вторых, мы будем разгонять лидерку кошмаров, потому что, как вы видите, при каждом размещении представителя фракции в команде, все уже размещенные представители фракции в команде получают бонусы КСА. И да, если вы спросите, я выставляю героя и убираю его, бонус остается, да, вам нужно просто поставить на пол определенное количество кошмаров, то есть именно из фракций, а именно 4, да, то есть 5% один герой, 10% второй герой, 20% третий герой и 35% четвертый. И все, то есть вы можете убирать всех на поле боя, оставить нужных кошмаров, и они будут под бонусом в 35% скорости атаки. Все, здесь разобрались, давайте дальше. Суню-кун у меня здесь одет в лучший сет, который у меня есть на аккаунте, магия души, я его собрал. Вот такие вот у него характеристики. Как вы видите, здесь у меня даже нету крит урона, к сожалению, было бы еще больше профита, но пришлось одевать такую вот шмотку. Дальше, вот такая вот шмотка у меня кольца с крит уроном, но лучше такую, чем с плохой атакой и без крит урона. И, пожалуйста, вот Т3 сет злой мести, который я также собрал с крафта. Здесь у меня, видите, 3-статка, атака крит урон, атака плоская. И здесь у меня 4-статка, атака шанс крита, скорость атаки крит урон, ну, с не очень хорошими допами. И вот такие вот финальные характеристики у него. 52 тысячи, почти 53 тысячи здоровья, 24 тысячи атаки, 390 скорости и 352 крит урона, почти на 100% крит шанс. Артефакт у нас здесь идет расколотый Эфес, потому что герой наносит урон в соло цель. Поэтому мы ему ничего другого не мастырим. Можно было бы дать ему еще и воющий череп, но у меня такого артефакта, к сожалению, нету. Окей, хорошо, видим макаку, посмотрели. Давайте смотрим Райдзана. Райдзан у меня здесь, как вы помните, не особо с навыками. Одет он у меня в сет адского рева, потому что все-таки лучше, чтобы был полный сет, и мы получим урон от базовой атаки плюс 40%. Дальше вот такие вот характеристики шмоток. Достаточно не очень шмотки, да, вот эта вот 4-статка хороша, все остальное, ну, такое. И также у нас здесь злая месть 3-статка, и здесь у нас также 3-статка. Артефакт очень сильно рекомендую. Если у вас нету какого-нибудь извлекателя душ или же когтя скверны в начале, очень классно одеть ему взгляд тени. Потому что каждые несколько атак повышает атаку на 10% на 5 секунд и стакается до 2 раз. Райдзан очень быстро бьет, стакает себе 20% атаки, и это лучший буст для него. Потому что, к примеру, я до этого одевал ему плюс 19 взгляд и дриль, и урон у него был чуть ли не на 10 лямов меньше, чем со взглядом тени на плюс 10. Поэтому это также имейте в виду. Хорошо, давайте дальше. Следующий герой, который у нас здесь присутствует, это также болванка Деймос. Напоминаю, он мне здесь нужен для того, чтобы добить 4-го кошмара, получить бонус для макаки и Райдзана. Ну и, соответственно, самого волка мы также одеваем в полный сет крылья милости. Видите, у меня здесь есть с такими вот позорными статами. Бах, мы его добили. Все, крылья милости готовы. Ни артефакты, ничего не нужно, потому что мы выставим героя и уберем. Следующий герой это у нас Лорд Финиас. Одет вот он таким образом в солянку. Здесь у меня, видите, браслет раскола с такими характеристиками. Также у меня амулет раскола с такими характеристиками. Очень неплохо скорость атаки прокнула. Ну и 4-статное кольцо с не очень проками, но на 4-статное кольцо мудрости. Дальше здесь у меня, видите, сет бедствия. Также 3-статный. И пушечка тоже 3-статная из сета бедствия. Ну, проки, конечно, можно было бы и получше. Финальные характеристики: 28 тысяч атаки за счет того, что у него своей базовой 7200, 44, почти 45 тысяч здоровья, 339 скорости атаки и всего лишь 284,5 крит урона. Почти 100% крит шанс. Артефакт, мне очень повезло выбить его личный артефакт, который накладывает снижение урона на босса, поэтому у меня живут. Если у вас будут какие-нибудь нумеры,
я там даже не знаю, вставьте волку, она также накладывает снижение урона. Для босса, может быть, вам выпадет Алистер, тоже подходит для снижения урона. Такого героя было бы неплохо себе заиметь, если у вас с целителями беда, потому что очень часто спрашивает, а как Hollow может выдержать в соло. Она должна выдерживать в соло, если она выкачана на 6, покрашена, ну и 5 пробуды. Смотрим, здесь она у меня в сете прилив сил, который также повышает атаку, ну и плюсом эффект исцеления. И Hollow очень важно разгонять показатель восстановления ярости, потому что, видите, здесь у меня 105,5%, можно, естественно, и больше. Давайте я опущу себя ниже, чтобы вы смотрели все характеристики, а потом поднимемся повыше. Смотрим, здесь у нас атака, желательно бы еще скорость атаки, но я выбрал здесь, потому что восстановление ярости нужно разогнать, я пожертвовал скоростью атаки. Хорошо, амулет для целителя всегда на скорость атаки, если, к примеру, вы не можете добрать хотя бы 400 скорости атаки допами. Обязательно, потому что у вас целитель должен успевать хилить. Исцеление целителя зависит от скорости атаки. Чем быстрее он хилит, тем меньше шанс, что ваши герои там умрут от какой-то скоропостижной тычки. Хорошо, здесь вы тоже видите восстановление ярости. Также кольцо с мейн статом восстановления ярости. Ищем скорость атаки, атаку процент и здоровье, чтобы она жила. Ну и левый обвес, здесь у меня благодать света, благо Т3 шмотки можно фармить в литейной, точнее их крафтить, и вот такие вот характеристики удалось собрать. Скорость атаки, атака ОЗ нас интересует в большей мере. Смотрим, Hollow, 20,5 тысяч здоровья, 10,5 тысяч атаки, 484 скорости атаки и эффект исцеления 97 на 105,5 ярости. Плюс-минус неплохо. Достаточно нам для того, чтобы на Кошмаре 4 жила вся наша пачка. Артефакт здесь, естественно, мятежный рог, то, что я и говорил, чтобы она успевала быстрее в начале залиться и давать уже ярость всем. Ну и теперь давайте смотреть Орина. Орин у меня здесь одет в солянку. Тут у меня браслет Песни Ада на шанс крита с такими вот допами. Дальше амулет на крит урон. И кольцо адского рева с такими вот характеристиками. Также у меня здесь, видите, бедствие тушка без крит шанса, но атака, крит урон, скорость атаки. И пушка то же самое. Атака, крит урон, скорость атаки. Потому что здесь мне нужно как-то компенсировать свой браслет на крит шанс. Давайте смотреть. Тут у меня 18 тысяч атаки, 35 тысяч здоровья, 410 скорости атаки и 316 крит урона. Хорошо, артефакт здесь у меня Око Греха, потому что повышает массовый урон. Ну, естественно, Орин именно массовый урон и наносит. Ну и последний именно СДД это Кайнан. Кайнан у меня также одет в солянку. Здесь у меня браслет Ночного Ужаса с такими допами. Амулет у меня здесь Раскола с такими вот допами. И кольцо Песни Ада с такими вот допами. Сет бедствия у меня, видите, 3-статная пузо и 3-статная пушка. Финальные характеристики: 54 тысячи здоровья, 22 383 атаки, 315 скорости и 300,5 крит урона. Ну, как вы видите, он сам по себе одет хуже, к примеру, чем Суню Кун. Логично, что урона у него будет меньше. Ну и, конечно же, я купил в магазине себе его личный артефакт. Я думаю, что если вы доставали Кайнана, у вас также есть его личный арт хотя бы в одном экземпляре. Ну и теперь давайте посмотрим Мари, нашего дебафера по уязвимостям магического и физического урона. Она у меня здесь 4,40 на 4-й пробуде. Давайте смотрим. Я ее также одеваю здесь в сет в прилив сил, но тут уже с нужными характеристиками, чтобы она хотя бы выживала. Здесь у меня здоровье. Тут у меня также здоровье с допами на скорость атаки и также здоровье с допами на скорость атаки. Тут мы также смотрим ОЗ процент, скорость атаки. И здесь также скорость атаки, ОЗ процент. Финальные характеристики: 17 600 здоровья, ну и 314 скорости атаки, чтобы она жила. Артефакт у меня здесь Сансара Кошмара. Зачем это нужно? Я просто отыгрываю от самого лорда Финиаса, потому что у него есть здесь стаки Виконта, называется его пламя Виконта. То есть они стакаются от ультимейтов союзников. То есть мы будем ультовать союзниками в первую очередь, а Финиасом уже в последнюю, когда нас отультуют.
герои, мы получим там 4-5 стаков и будем повышать крит урон за каждый из этих стаков. Ну и теперь давайте уже непосредственно к битве. Расскажу, зачем у нас здесь вот такие вот герои в этих всех приливах сил и так далее. Смотрите, какая ситуация. Давайте вот чисто ради демонстрации. Вот ставим на X1. Как правильно играть через паузу, у меня также есть ролик. Не будем здесь заострять внимание. Давайте посмотрим. Вот я выставляю Суню-куна. Смотрите, он дает тычку и бьет босса на 70154. И сейчас я его забафаю Торадором с сетом прилива сил, точнее крыльями милости. Вот я его забафываю. Смотрите, здесь у нас бонус к атаке. И на Суню-куне у нас есть бонус к атаке. Видите, урон стал вместо 70 в 80. То есть на 10 тысяч вырос урон. И это мы еще не стакали ни магию души, ничего. Все, я надеюсь, это понятно, зачем мы это делаем. Все, я убираю. Дальше у меня топ-2 герой по урону это Лорд Финиас. Да, потому что в прошлый раз набил, по-моему, Лорд Финиас топ-2 урон. Поэтому я выставляю Лорда Финиаса, бафаю его Деймосом. Смотрите, хоп, есть. Проверяем. Также плюс 12%. Хорошо, отлично. Следующий герой для забафа это у нас будет Райдзан. Я его ставлю вот тут вот и бафаю его Долоркой. Давайте проверим. Забафал Долоркой. Хорошо, круто. Дальше я выставляю Кайнана и выставляю Холлоу. Давайте проверять, есть ли баф на Кайнане. Вот, видите, все есть. Забафал. Ну и последний герой это у нас Орин. И Орина я забафывать буду Маришкой. Оп, смотрите, все. Забафал Маришкой. Красиво. Теперь какой нюанс. Важно знать, что по боссу, когда вы уроняете дракона, пробиваете ему щиты, в него повышается входящий урон. Именно когда он лежит. Поэтому наши все важные ультимативные способности, там, к примеру, Лорда Финиаса, какого-нибудь Орина и того же Райдзана, мы держим для того, что будем вливать эти все ультимативные способности в лежачего босса. Все остальные герои имеют быструю заливку ярости, такой как Суню-кун, такой как Кайнан, поэтому мы ими ультуем чисто по кулдауну. Плюс Маришкой тоже ультуем по КД. Если у вас на 5-й пробуде Долорес, вы можете ей ультовать по КД, дожидаясь там вот этих вот рандомных ее эффектов, что она может достаточно много себе ярости залить. Смотрите, удар метеорита пошел, сейчас будет щит. Мы ультуем Долоркой, мы ультуем Райдзаном, мы ультуем Орином, кидаем мечи. Смотрите, видите, босс упал, я вваливаю Суню-куна уже после щита, и мы ультуем Лордом Финиасом. Все, у нас должно быть в момент, когда босс подымется, там около 8-9 тысяч крови. Все, видите, 9 тысяч крови. Мы начинаем ультовать, стакать виконт нашему Лорду Финиасу. Как видите, вот Райдзан, Лорд Финиас, Райдзан под Лордом набивает плюс-минус так же, как и Лорд Финиас. Ну, это просто, чтобы вы понимали, насколько неплох Лорд Финиас. Хорошо, все, смотрим дальше. Здесь я ультую Долоркой, потому что она плюс-минус успевает залиться до к моменту разбития щита. И наши герои даже без вдохновения пробивают щит. Все, я ультую Кайнаном, я ультую снова Суню-куном. Видите, удар метеорита пошел, сейчас будет щит. Я ультую Райдзаном, ультую Орином, даю мечи, это его фракционный навык. Ультую Маришкой, ультую Кайнаном. И в момент, когда у нас уже зарядится сейчас Долорка, мы уже будем ультить Лордом Финиасом. Давайте ждем, там можно уже даже ультануть. И сейчас у нас будет готова Долорка, чтобы всыпать боссу в его лежачую фазу. Дальше мы ультуем всеми макаками. Вот видите, 25 почти тысяч крови у нас, почти половина боя прошла. Мы идем достаточно неплохо. Смотрим дальше. Райдзана я держу, не ультую им. Ультую Суню-куном, ультую Кайнаном. Все, всех остальных мы держим на щит. Заливаем ярость. У нас уже почти залилась Долорес. Мы ее не трогаем. Смотрим, что происходит. Маришка, видите, удар метеорита. Кайнан, включаем
Долорку, включаем Райдзана, включаем Орина, даем мечи и ждем пробития щита, чтобы ультануть Макакой и Лордом Финиасом, когда у нас еще есть Долорес. Все, заливаем Ярку, 41 тысяча, у нас еще 1 минута, и это уже пробитие 50 тысяч крови. Давайте смотрим дальше, у нас Долорес почти залилась, уже почти все залиты, ждем Долорку, ультуем Суню-куном, ультуем Кайнаном, ультуем Райдзеном, даем мечи. Сейчас у нас еще будет Орин, снова ультуем, даем разломы, ультуем Маришкой, включаем Лорда Финиаса. Сейчас у нас еще включится Кайнан. Давайте вот смотрим, 48200. Сейчас мы по разломам бьем Суню-куном и пробиваем 50 тысяч впритык. То есть видите, 50 тысяч, 260. Набил чуть-чуть хуже, чем бил до этого. Рандомная лидерка Торадора, такое бывает. Давайте смотрим характеристики урона. 154 миллиона урона нанес Суню-кун, забафанный в магии души. Если снять с него магию души, Суню-кун будет бить, ну, где-то 1070, может быть 80. 78 миллионов урона у нас здесь наносит Райдзан. Если снять с него артефакт Взгляд Тени, будет наносить 65 000. Без лорда Лорд Финиас нанес почти 73 миллиона урона. Как видите, Орин нанес 64 миллиона урона. И Кайнан без лидерки в говношмоте нанес 64 ляма. Все, вот так вот должен биться клан-босс. И я надеюсь, новички, данная информация для вас будет полезная. И вы сможете повысить свой урон по клан-боссу. Земляне, вот такой вот результат на моем новичковском аккаунте на 26-й день, 50 тысяч крови. Честно сказать, можно было и раньше. Капец, как не везет со шмотом, не могу собрать сеты. Я еле-еле собрал один сет магии души и один сет адского рева. Все, вроде бы плюс-минус капли собираются, но вот дамажные сеты собираться не хотят. С первого рейда, если честно, вообще очень плохо падают воеводы на 300. Поэтому я либо выбираю вот эти вот шмотки, которые мне выпадают с литейной, как-то их там молоточу, а все остальное, ну вот просто не везет. Я думаю, что даже на 20-й день можно уже бить 50 тысяч крови, если у вас есть нормальные лорды под все это дело. К примеру, если бы у меня была Лая под Кайнана, ну или какой-нибудь Твинфинд, да, вместо этого же Орина, я даже еще быстрее, наверное, пробил бы 50 тысяч крови, чем на 26-й день. Пишите в комментариях, как вам достижение, как вам в целом гайд. Постарался для новичков разжевать, в рот положить, объяснить, как работает клан-босс, потому что вот эти вот огромные уроны и вот это вот все не сильно понятно, что все-таки делает дракон. Потому что адский рев может испугать тем, что он вам снесет половину хп у каждого вашего героя, а вы не знаете, что эта тычка не может вас добить. Не забываем поставить лайк данному видосу, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, ну и поделиться данным видео с друзьями и сокланами, если они тоже новички, пусть вникают, как пробивать клан босса, надеюсь, будет полезно. В описании есть ссылка на мой телеграм-канал. В моем телеграм-канале вы найдете все полезные новости по игре, выжимки с патчноутов, плюсом сейчас стартанули раскопки в Мартеусе. И в моем телеграм-канале я выложил в картинках, какие где закопаны раскопки, для того, чтобы вам было удобнее залутать ваши наградки. Вот видите, я сейчас по своим картинкам в телеграм-канале открываю здесь все вот эти вот фигурки, и я таким образом дойду до 10-го этапа и залутаю все свои наградки. Поэтому подписывайся и делай то же, что и я. Ну что, земляне, будем прощаться. Не забывайте играть в Watcher of Realms красиво. Меня зовут Планета, и увидимся, когда увидимся. Пока-пока.